том, как Чингук смотрит на Тэхёна, есть что-то особенное. Это не просто взгляд товарища по группе и непривязанность, рожденная годами, проведенными вместе на одной сцене. Между ними течет тонкая теплота, заметная в мелочах, которые часто остаются незамеченными другими. И когда речь заходит о Чингуке и его отношениях с другими участниками группы, легко заметить, что он всегда проявляет заботу и уважение к ним. Однако есть определенные жесты и взгляды, которые он, кажется, демонстрирует только Тэхёну, как будто внутри него есть особое пространство, принадлежащее только ему. Одна из самых очевидных черт Чингука – его способность замечать, что нравится Тэхёну, даже мелочи, которые могут остаться незамеченными другими. Самый очевидный пример, когда Чингук видит, как Тэхён забавляется маленькой фигуркой зимнего медведя. Для кого-то другого это зрелище может показаться обыденным, но для Чингука это повод действовать. Вместо того, чтобы упустить момент, Чингук не торопясь создал идеальный снежный шар и подарил его Тэхёну. Это не было спонтанным или игривым поступком, это потребовало самоотдачи и терпения, ведь сделать идеальный, компактный снежок было непросто и не быстро. Но Чингук работал, пока не добился успеха, и все его усилия были направлены исключительно на Тэхёна, зная, что такая простая вещь может сделать его счастливым. Он даже приложил небольшую записку: «Чем ты ближе, тем короче записка». Важен был не просто смысл, а смысл. Чингук дарил не просто предмет, но и личный смысл, что-то, что связывало подарок непосредственно с Тэхёном, напоминало, что он всегда рядом, уделяет ему внимание и заботится о мелочах, которые заставляли его улыбаться. В этом событии был так привлекателен не сам подарок, а то, что он олицетворял. То, что кто-то обращал внимание даже на твои самые незначительные движения, показывало, что для Чингука каждое выражение лица Тэхёна имело значение. Речь шла не о ярких моментах или ярких сценах, а скорее об умении внимательно присматриваться и превращать мелкие детали в значимые действия. Этот жест явно отличался, поскольку Чингук не привык проявлять такой уровень внимания к кому-либо. Подарить снежок может показаться простым, но детали, стоящие за этим, показывают, как сильно Чингук заботится о Тэхёне и понимает его, даже в вещах, которые другим могут показаться тривиальными. Другой пример особого отношения Чингука к Тэхёну происходит, когда они игриво спорят о телефоне Чингука и о том, кто из них лучший оператор. В разгар шуток Тэхён теряет равновесие и падает. Реакция Чингука мгновенна, он тут же бежит к Тэхёну, не думая ни о телефоне, ни об игре, в которую они играют. Его первая мысль – убедиться, что Тэхён не пострадал. Этот жест ясно показывает, как Чингук ставит Тэхёна превыше всего, даже больше, чем себя или свои вещи. Его быстрая реакция и инстинкт защиты показывают, что в любой ситуации его первым ответом будет защита Тэхёна. Остальные участники, наблюдающие за этим, лишаются дара речи, зная, что Чингук будет действовать инстинктивно, и все его внимание будет сосредоточено исключительно на Тэхёне. В этот момент важен не только сам физический акт помощи ему, но и то, что он раскрывает об их отношениях. В то время как большинство людей, вероятно, были бы больше озабочены своими телефонами или продолжением своих шуток, Чингук ясно показывает, что безопасность и комфорт Тэхёна являются его главным приоритетом. Этот абсолютный приоритет подчеркивает, насколько исключительное внимание Чингука сосредоточено на Тэхёне, он не просто друг, а тот, кого он всегда будет защищать, не задумываясь. Способность Чингука ставить Тэхёна превыше всего, спонтанно реагировать с беспокойством, усиливает идею о том, что существует забота и привязанность, которые никто другой не может иметь, кроме Тэхёна. И день, когда Чингук вернулся после исторического выступления на чемпионате мира по футболу FIFA, также стал знаменательным моментом не только для него, но и для группы и их поклонников. Но самым поразительным было то, что вместо того, чтобы заниматься интервью, расписанием или публичными выступлениями, он первым делом провел время с Тэхёном. Они решили остановиться на частной вилле в Парадисе-отель месте, известном своей эксклюзивностью и роскошью, где одна ночь может стоить около 20 миллионов вон. Это был явно не случайный выбор, а пространство, созданное для уединения и комфорта, вдали от толпы, где они могли спокойно отдохнуть. Тот факт, что они выбрали именно это место,
показывает явное намерение провести немного тихого, уединенного времени после недель давления и пристального внимания СМИ. Интересно, что их время вместе было не только отдыхом. Внутри виллы они также воспользовались возможностью снять челлендж Run BTS, что в конечном итоге подтвердило их присутствие там. Видео было загружено лишь несколько дней спустя, не во время их пребывания там, словно они хотели, чтобы оно стало личным воспоминанием, а не просто контентом. Они даже оставили подпись «Режиссер V, монтаж JK». Это было не совпадением, а скорее отражением их сотрудничества и близости, как личный проект, над которым они работали вместе, а не просто задача из группового плана. Тот факт, что на финальном видео указаны их имена, говорит о том, что они хотели оставить свой след: режиссер Тэхён, монтаж Чингук. Проще говоря, этот инцидент показывает, как Чингук, даже вернувшись с исторического момента в своей карьере, все еще ценил общение с Тэхёном. Выбор места, времени и небольшой совместный проект говорят о том, что это была не случайная встреча, а запланированная. То, что произошло в отеле «Парадисе», было не просто роскошным отдыхом, а напоминанием о том, что Чингук и Тэхён нашли друг в друге отдохновение и вдохновение. После важного события Чингук выбрал самое простое, но самое значимое для него – провести время с Тэхёном, вдали от внешнего мира, в пространстве, которое позволило бы им быть собой и оставить позади воспоминания, о которых говорят и по сей день. Но то, что по-настоящему демонстрирует исключительное отношение Чингука к Тэхёну, то, чего он никогда никому не показывал, произошло во время недавнего перелета. Этот момент особенный, потому что он показывает уровень доверия и комфорта между ними двумя. Тэхён выглядит непринужденным, прислонившись к Чингуку, который терпеливо заботится о нем. То, как они остаются близкими, с постоянным физическим контактом, показывает, что их отношения построены на взаимном доверии и любви, которые невозможно повторить ни с кем другим. Тихо, но верно Чингук показывает, что в Тэхёне есть что-то, что дает ему особое место в его жизни, пространство, в которое никто другой не может войти. И именно это делает их отношения такими особенными.